Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, неожиданности и сюрпризы августа 2024 года. Давайте сделаем такой на двух колодах Таро расклад. И первая колода – это карты цыганского пасьянса. И они больше показывают событийный ряд. И далее мы дополним тоже с вопросами неожиданности и сюрпризы, как видят карты Таро. Карты цыганского пасьянса менее эмоциональные. И условно август месяц планетарным за счет транзитов можно поделить на две части. Первая, где-то половина августа, она такая более спокойно лояльная за счет, опять же, транзитов. А вот где-то вторая половина или в середине как раз месяца могут быть какие-то турбулентности, неожиданные события. Или, может быть, они связаны не с тем, что вы там что-то инициируете в плане неожиданности. Обстоятельства так могут складываться. Но это планетарно, а мы все разные, поэтому мы смотрим, наверное, на картах Таро, пытаясь просчитать на пару шагов вперед, каковы энергии этого периода. Итак, неожиданности и сюрпризы для тельцов в августе месяце. Давайте смотреть. Я смотрю выпавшие значения. И вы смотрите вместе со мной также. Вдруг я что-то пропустила, тогда напишите. Мы обсудим. Вот есть какие-то сомнения. Первые числа августа, мои дорогие, это точно какие-то сомнения по какому-то вопросу. Получится, не получится. Осуществлю, не осуществлю. Как мне быть по какому-то вопросу? Поступить, не поступить? Мне вот именно определенным образом или чего-то подождать? Вот есть такой момент. А вообще спокойное течение жизни. Начало действительно августа. Если мы опустим внутреннее состояние какого-то такого легкого раздрая, если можно так выразиться, то, в принципе, внешняя обстановка, она как раз спокойная. Или где-то вы планомерно будете заниматься тем, что вы себе наметили. Давайте посмотрим дальше. Нет, будьте внимательны. Наверное, все же какие-то сомнения. Посмотрите. Мои дорогие тельцы, у вас могут быть сомнения. Конкретно посмотрите, рядом выпала змея и месяц. И мы говорим про сомнения, да? А рядом змея. Тот человек, в котором вы сомневаетесь, скорее всего, вы правильно делаете. По крайней мере, я бы сказала так. Нельзя от себя прогонять какие-то мысли. И прежде чем либо тайное станет явным, либо когда какая-то ситуация прояснится для вас, нужно держать первую руку на пульсе и быть очень осмотрительным. Потому что, когда выпадает значение змея, конечно, это символ мудрости, но в этой колоде цыганского пасьянса это больше нам говорит о том, что какой-то есть злопыхатель, который наблюдает или попросту вам кто-то завидует. И зависть – это, как Борис Пастернак сказал в романе «Доктор Живаго», родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Поэтому действительно зависть даже в самом светлом человеке поначалу, пробуждает темные стороны. Поэтому будьте внимательны, недоверие определенное. Если вы кому-то не верите, продолжайте в том же духе. Я не могу сказать «расслабься». Телец, нет, отнюдь нет. Дважды нет, потому что какие-то на пороге судьбоносные перемены или судьбоносные события, известия, что-то вам придется согласовывать, вы проходите как какую-то реинкарнацию, или сейчас важные вехи для вас самих решаются, и вы что-то не должны упустить. Карта креста, ведь это всегда судьба. Может быть, это вы какие-то должны сделать сейчас важные выводы в августе, мои дорогие тельцы. Идем дальше. И вот смотрите, если вы будете такие предусмотрительные, то для этой змеи вы закроете путь. Вот так карты ложатся. Давайте достану еще. И вы знаете, тут какой-то человек может быть из очень близкого окружения.
Это могут быть друзья, подруги или могут быть и коллеги. Возможно, это те, с которыми точнее, вы вынуждены контактировать, которых вы не можете исключить из собственной жизни. Но могут быть и те, которые родственники, правда, тоже мы их не исключаем. Потому что, посмотрите, как будто меняет качество. Была у нас змея, вот надо же, так редко выпадает. Началось у нас сомнений, то есть это ваше внутреннее состояние. Где-то состояние настороженности. Когда вы, уже где-то знаете, в каком направлении вам нужно действовать с опаской, мои дорогие, или в отношении конкретного человека. И нам карты говорят, что в принципе это ведь все спокойно. Это вот какая-то ваша задача. И если вы правильно думаете, да, где-то вы себя обезопасите, лишнего не скажете, денег не потратите, не согласитесь на оформление какого-то документа или себя не поставите под удар, то какому-то злу буквально вы закроете путь. Но вы этого человека не исключите из жизни. Маска. Кто-то продолжит просто, он продолжит либо за вами наблюдать, либо он останется в вашей жизни, он просто будет одевать маски. Карта говорит, и вам, мои дорогие тельцы, придется одевать маски. Жизнь не оставляет ничего другого. Для кого-то из вас, посмотрите, а у вас идет как раз открытый путь. Причем тот открытый путь, который по судьбе. Вы что-то должны осуществить. У кого-то это более так глобально, как переезд. У кого-то может быть поездка в отпуск, правда, почему нет? Или важная поездка, чтобы оформить какие-то документы, может быть, касаются вопроса наследства. Или купли-продажи, переезда, как смена места жительства. В одном месте продаете, в другом покупаете. Какие-то могут быть и траты тут, поэтому будьте внимательны. Вот у вас-то как раз по судьбе открытый путь, а кто-то может вам завидовать, потому что у него закрыт этот путь. Но правды вам не скажут. Продолжат как-то завидовать. Давайте идем дальше. Себя беречь — это точно. Тут не расслабишься. И хотя вот нам говорят, да, спокойное течение жизни, ведь всегда хочется, исключить какую-то суету и пожить хотя бы так вот недельку, чтобы душа отдохнула. Видимо, поживете, но попозже, мои дорогие. Какие-то есть вопросы, когда вы не можете чего-то не замечать. Причем того не замечать, что вам не транслируют. А вам нужно делить на двое. Одно дело транслирует, другое дело человек думает. У вас два значения выпало, как и змея, так и маска. Поэтому, чтобы себя оградить от каких-то случайностей или от каких-то людей, которые вам вставляют палки в колеса, или не согласиться на то, что вас может застопорить, вам будет помогать конкретно тоже маска. Однозначно. Я не вижу, пока с вами разговариваю, я не вижу дополнительных значений или то, что у нас еще, к примеру, совпало. Давайте я посмотрю более внимательно. Как-то так. Давайте раскроем на картах Таро. Да. Так оно и есть. Все то, что я озвучила. Неожиданности и сюрпризы. Сначала мы достанем карты неожиданности. И в эту фразу, в это слово я вкладываю, какие-то значения больше со знаком минус. Мы же должны себе соломки, в конце концов, подстелить. Или что-то предвидеть на пару шагов вперед. Для этого мы делаем Таро расклады, чтобы быть прозорливыми и внимательными. Итак, неожиданности в августе для тельцов. Что-то завершается. И не только, кстати. У меня часто проигрывается именно карта 13-го аркана, мои дорогие тельцы. Если вы ждете поступления денег, гонорар или будто ваша, как заработная плата или ваши деньги, которые задерживаются в пути или по каким-то причинам, они к вам приходят. Может быть, даже неожиданно.
Здесь может быть именно какая-то крупная сумма денег. Это будет понятно не для всех, но для тех именно, кто ждет, у кого вот какой-то вопрос завис именно по финансам. В августе вы его получаете. Может быть, как раз почему 13-й аркан? Это то, что вы уже выстрадали, понимаете? И поэтому это к вам приходит как итог, как трансформация. Вы завершаете какой-то предыдущий сложный период жизни. Для всех остальных, мои дорогие, это тоже будет трансформация. Но в какой-то другой, одной из сфер жизни, когда не время оглядываться назад. И у вас выпадает, я уже об этом сказала, даже по цыганскому пасьянцу, что какие-то судьбоносные у вас перемены, но такие достаточно в спокойном ключе. И карта 13-го аркана нам говорит искусство мелких шагов. Вот это тоже где-то спокойно. Не торопитесь куда-то в августе, потому что у вас все решится в свой срок. Правда, будут решения. Тут как механизм запущен, знаете, где-то в высших силах. Как будто ваша судьба где-то уже прописана вот в этих небесных скрижалях. И вы не можете что-то изменить. И это период может быть даже не на август. И планетарно, мои дорогие тельцы, ведь этот период трансформации, он не заканчивается в 2024 году. Где-то что-то будет продолжаться, это правда. Вы совершенно новую концепцию отстроите, как и по финансам, многие, как и по работе, многие и переедут, и каждый в свой срок. Причем эти переезды могут быть связаны с теми, которые инициируете вы, а для кого-то они будут связаны с тем, что обстановка или обстоятельства в последующие, может быть, даже годы изменится таким образом, что вы вынуждены будете сменить место жительства. У кого-то проиграется и так. Итак, неожиданности. Ладно, у нас в августе мы смотрим, что же еще для тельцов. Ожидание. Все решится в свой срок. Я только что об этом сказала. Давайте мы достанем еще одну карту. Но как раз увеличение дохода, да. Решение вопросов вашей личной жизни. Решение вопросов финансов. Решение вопросов вашего благополучия. Решение по части, где я буду проживать. Каким образом, если мы про переезд или вообще какова моя концепция благополучия и качества жизни. Здесь какие-то перемены, которые могут вами ощущаться сложновато. Но это совершенно необходимо, чтобы вы отстроили, чтобы вы были счастливы. Ведь, по сути дела, это карта баланса. Это когда у нас все хорошо. Это где-то наше место под солнцем. Но проходит это сложным путем, когда от чего-то вы вынуждены и отказываться, где-то вы вынуждены и подождать, где-то случаются с вами какие-то непредвиденные события. Но в конечном итоге это должно изменить, повторяюсь, ваше качество жизни. Хорошо, давайте мы узнаем, каковы же сюрпризы, нечего добавить. И даже хоть камни с неба, мои дорогие тельцы, это все равно каким-то образом вас выводит к благополучию или к решению каких-то проблем. И пусть это какой-то начальный этап, и вы можете воспринимать, ведь по аркану смерти мы всегда этот путь должны проделать в одиночку. И мы словно исследуем непознанную землю без карты. Почему и карта говорит? Искусство мелких шагов. Сделал шаг, осмотрись, не лети, не подвергай себя риску. Вот для вас эта концепция будет важна не только на август, но как минимум до конца 2024 года. Сюрпризы для тельцов. В августе карта императрицы. Вообще энергетика похожа на вашу, мои дорогие тельцы. Это карта императрица очень плодовита. У кого-то, мои дорогие девочки, это как известие, сюрпризы, я жду ребенка. Или буквально рождение ребенка. Тут вот такие вопросы тоже могут быть на август. Но даже если меня смотрят мужчины, это для вас может быть очень важная женщина в вашей жизни. И здесь может быть как и любимая женщина, это может быть ваша мама, это может быть руководитель научного проекта, если вы пишете диссертацию. Ну вот есть какая-то персона. С другой стороны, это где-то ваша энергетика. И если мы, пусть это нам выпадает императрица, мы говорим, почему не император? Император – это более жесткая энергия. Это когда
Есть два мнения, мое и неправильное, а императрицы нет. Она более лояльна, она настроена на какой-то компромисс, на договоренности, на дипломатию, на какой-то консенсус. И поэтому консенсус, дипломатия для всех, мои дорогие тельцы, вам помогает. Другой разговор, что надейтесь сами на себя, не рискуйте собой. Очень часто тоже вот когда выпадает эта карта, как будто нам высшие силы хотят сказать: да, у тебя сейчас сильная позиция, но ты не можешь расслабиться и думать, что вот эта поддержка словно высших сил или судьбы, она будет до бесконечности долго продолжаться. Поэтому ты не можешь очень где-то халатно относиться к своим финансам. Ты не можешь где-то замечтаться и думать, что тебе кто-то придет на помощь. Надейся на себя, возможно, в последующем тебе тоже придется помогать самому себе. Потому что это скорее от вас будут ждать помощи, мои дорогие тельцы, нежели, ну, может быть, где-то к вам и придет помощь, но сказать, что глобально, нет, придется действовать самому. Где-то с оглядкой на ваши, мои дорогие, ресурсы. Поэтому сильная позиция, но в первую очередь на сохранение. Что-то вы здесь решите в августе точно. Или какой-то вопрос для вас будет прояснен определенно. Но это не к тому, что раз и расслабились. И вроде бы уже еще какая-то новая концепция счастья, нового качества жизни. Или окончательного решения какого-то конкретного вопроса по финансам, по недвижимости или по вашей работе тоже уже вроде бы как вот мы видим ориентиры более четкие. Но не время расслабляться, нет. Держите марку на любых поворотах судьбы, вот как будто так. Сюрпризы для тельцов. Вы сумеете заработать деньги, вы можете для кого-то кардинально вообще изменить свою финансовую стратегию, тактику или увеличить способы, как бы, да, возможности по заработкам, или сами по себе, у кого бизнес, личное дело, финансы пойдут в гору. Может быть, у кого-то продажи, у кого-то, ну, не продажи, если мы говорим, может быть, сфера услуг, значит, к вам будут больше обращаться, будет больше как-то активности в отношении именно ваших каких-то услуг или вашего сервиса, что там у вас имеется. Для кого-то из вас дополнительный доход, мои дорогие, вот всем способом дохода, я бы сказала, уделите внимание. И с учетом карты императрицы. К примеру, мои дорогие тельцы, вы всегда думали, а неплохо бы мне к моей какой-то деятельности или основной работе добавить знаний и для себя вторичный какой-то доход продумать. Вот самое время заняться хотя бы первые шаги в августе. Я могу предположить, что в последующем вам это так поможет, что вы себе скажете спасибо. Ну и в принципе, благополучное время на финансы август месяц. Для кого-то это вы конкретно уже какую-то сумму получите, или вы еще ее не получаете, вы получите, может быть, где-то сентябрь, октябрь, вы наберете обороты ближе к концу года, но что-то по финансам у вас как будто набирает темп, это точно. Это как сюрпризы, это со знаком плюс. Что же еще в плане сюрпризов для тельцов, мои дорогие? Семья, взаимопонимание, праздник после победы. Ну вот какой-то, как передышка, праздник, 4 столпа. Или уверенность, карта якоря. И не просто якоря, а опять же какая-то радость. Когда, да, мы можем какой-то короткий период расслабиться, не суетиться, но короткий период. То есть, ну, что такое праздник? Жизнь наша не постоянный праздник. Это праздник, ну, какой-то такой кратковременный. Но, когда эта карта выпадает, это вы с уверенностью смотрите в будущее. Посмотрите, какие замечательные карты. Поэтому даже проходя какой-то сложный период, мои дорогие тельцы, вы все равно выруливаете на обгон. Но вам придется сохранять. И поэтому вот все, что я сказала, когда мы рассматривали с вами карты пасьянса и значение змеи, вы не только должны закрыть путь тем, которые вы понимаете, а тут, наверное, вы уже не раз проанализировали, кто вас или предавал, или вам не помогал,
или кто вам вставлял палки в колеса, или кто, ну, где-то и двурушничал, или вы уже, ну, есть персоны, в которых вы убедились, что доверять не стоит, поэтому и не стоит доверять, лучше одевать маски. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.